Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, тающий во рту торт Марс. Со вкусом всем известного шоколадного батончика. Торт буквально тает во рту. Делается он очень быстро и просто, без желатина. Все покажу и расскажу в данном видео. 170 грамм муки. Туда же я добавляю 30 грамм какао-порошка. Неалкализованный у меня здесь какао-порошок. И 7 грамм разрыхлителя. Все это я сейчас просто перемешиваю и отставляю в сторону. Беру 3 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм и все это взбиваю примерно минуту. Сейчас туда же я добавляю 140 грамм сахара. Порциями ввожу и взбиваю всю яичную смесь примерно 3 минуты. Вот до такого состояния у нас взбивается смесь. Туда же я сейчас добавляю 75 мл молока комнатной температуры, 75 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю, ничего больше я не взбиваю. Просеиваю сейчас всю сухую смесь. И просто прорабатываю все это миксером. Не взбиваю долго, но прорабатываю, чтобы все комочки разошлись. И обязательно со стенок посуды собираем всю сухую смесь. Итак, духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду вот в такой форме 20 сантиметров в диаметре на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 30-35 минут. Все зависит будет от вашей духовки. Бисквит испекся, даю ему полностью остыть сейчас на решетке, а в это время приготовлю карамель. Здесь у меня 200 грамм сахара, я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться, из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5-2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова, я ее снимаю сейчас с огня, переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. В это время я приготовлю крем. Здесь 200 мл сливок, не менее 30% жирности сливки должны быть, я довела до кипения. Добавляю туда 200 грамм шоколада, 40% какао. И все это хорошо перемешиваю. Шоколад здесь можно брать до 50% смело, но выше уже может горчить крем. Тогда уже нужно добавить немного сахарной пудры по вкусу. Сейчас я через сито переливаю все это в емкость, в которой у меня масса будет остывать. Масса уже остывает достаточно хорошо благодаря добавлению, в принципе, не растопленного шоколада. Через сито можно не перетирать, но лучше протереть, чтобы не было комочков.
Если у вас нет шоколада 40% какао, вы можете взять 100 грамм 30% шоколада и 100 грамм 50% шоколада. То есть здесь проблем нет никаких. Накрываю сейчас пищевой пленкой и убираю это в холодильник буквально на полчаса, не больше, чтобы масса у меня остыла. Она не должна застывать, она должна просто охладиться. Она может и не станет у вас экстремально холодной. У меня она просто охладилась, но она не ледяная, эта масса. И сейчас я добавляю туда 300 мл очень холодных сливок, не менее 30% жирности. Все это перемешиваю до однородности и начинаю взбивать. Почему я перемешиваю именно венчиком? Чтобы со дна всю эту массу очень хорошо поднять. Можете лопаткой еще пройтись. Именно чтобы на дне вот эта вот шоколадная масса у вас не оставалась. Это не шоколадный ганаш. Это именно сливочно-шоколадный крем. Очень воздушный, очень легкий. Сразу говорю, у кого есть планетарный миксер, сразу лучше взбивайте в планетарном миксере. Потому что пузырьки воздуха от ручного миксера все-таки остаются в креме. Я взбивала ровно 2,5 минуты этот крем. Крем готов. Бисквит у меня полностью остыл. Сейчас я его вырезаю из формы. Нарезаю его на 3 коржа. Вы можете нарезать его также ножом. Я нарезаю по обыкновению струной, мне так удобнее. Шапочку здесь я не срезаю. Этот бисквит очень удобный, он готов к работе сразу. И он буквально тает во рту, он дополняет собой начинку во вкусе, не доминирует во вкусе. Итак, я начинаю сборку торта. Крем я выложила в 2 кондитерских мешка. Бисквит я просто пропитываю холодной кипяченой водой. Крем здесь наношу на корж и также делаю из крема такой двойной бортик, чтобы потом мне внутрь уже налить карамель. Карамель я также выложила в кондитерский мешок, это очень удобно. Мешок берите поплотнее для карамели всегда. Карамель подвижная, она в холодильнике подстынет слегка, но она не превращается в камень. Желатин я не использую. Сейчас я последующий корж покрыла с одной стороны также кремом, небольшим слоем. Переворачиваю его и таким образом уже кладу на карамель. Так гораздо удобнее. Делается это очень просто и быстро, чтобы закрыть уже карамельный слой. Также пропитываю сейчас этот корж, также наношу на него крем. Делаю также двойной бортик и внутрь выливаю остаток карамели. Сейчас я буду убирать этот торт примерно на 4 часа в холодильник. Можно оставить на ночь. Торт очень стабильный сразу получается, карамель не вытекает. В принципе, такой торт, если у вас нет кондитерского кольца, даже можно собирать без кондитерского кольца. Пропитку можете брать любую, какая вам нравится, но я здесь пропитываю просто холодной кипяченой водой, потому что торт сладкий. Ставлю сейчас в кондитерское кольцо. Ацетатную пленку здесь можно не использовать, вы можете использовать просто пищевую пленку, если у вас нет ацетатной пленки, либо же канцелярские папки. Убираю сейчас примерно на 4 часа в холодильник. Верх также накрываем пленочкой пищевой, чтобы он у нас не заветривался. Приготовлю глазурь. 150 грамм сливок миллилитров я довела до кипения. 200 грамм шоколада 40% я растворила в сливках. И сейчас я вылью это на холодный торт. Торт уже стабилизировался, остыл. И выливаю всю глазурь шоколадную на торт. Здесь я не стала особо его выравнивать, просто такой домашний быстрый вариант. Украсила безе. Безе я готовила заранее. Ссылку на приготовление безе я оставлю вам в описании. Вот такой шикарный разрез получается у торта. Он очень сочный, буквально тает во рту этот торт.
Очень советую приготовить. Готовится предельно просто и быстро. Без всяких таких сложных ингредиентов. Очень вкусный и очень быстрый тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.